Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали не раз, и с новым узорчиком. Итак, сразу акцентирую ваше внимание. Вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики универсальные. Пробуйте из любой пряжи. Самое главное, правильно подберите крючок. А я рассказываю о пряже, которую сегодня непосредственно применю для своего образца. Итак, новички, кто еще не работал с такими ниточками, смотрите, называется Alize Angora Gold 7 Ли. Идем дальше. В моточке получается в 100 граммах 500 метров. Ну, здесь уже, конечно, не 500 метров, меньше. По составу, что это? Это 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. И нам советует производитель, берите крючок от 2 до 4. Сразу же, пока не забыла, девчата, ребята, кто спрашивает цвет, вот, да, получается цвет 363. На камеру передается, в принципе, действительно так же, как оно есть. Итак, по поводу крючка. Советую 2-4. Я беру 3. Я данную пряжу вязала 3, поэтому я буду вязать 3. Вы точно так же берете пряжу, читайте аннотацию, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петель. Давайте наберем, например, я буду набирать 3 раппорта, это 30 воздушных петелек, и еще 3 петельки дополнительно для того, чтобы узорчик ровно закончился. Итого получается, я буду набирать 33 воздушные петельки, но вы набирайте сколько вам удобно будет. Все как всегда. Вначале я делаю петельку фиксации. При наборе петелек я ее не считаю, а теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, как и во многих узорчиках, делаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. Так. Далее накид. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. И вот так вот мы шагаем полностью по всей цепочке и провязываем каждую петельку в цепочке столбиком с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков должно у вас получиться ровно столько, сколько вы набрали петельки в цепочку. То есть, если я набрала 33 воздушные петельки, значит у меня будет 33 столбика с накидом. У вас, конечно, свое количество, больше или меньше. Не забывайте, что первые вот эти 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика. Считаем за столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся и продолжаем наш узорчик. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Так, далее мы приступаем непосредственно к узорчику. Для начала что мы делаем? Одну воздушную петельку, поворот. И сюда же, в верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, одна воздушная петелька, и столбик мы один пропускаем. И в следующий столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Вот такая вот маленькая арочка получается. Далее, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Теперь в столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-ю нырнули, вытянули ниточку и, получается, подтягиваем ее вот таким вот образом. Ну, до высоты, так скажем, столбика, да, с накидом. И держим на крючке. Накид. Сюда же нырнули 2-й раз. Накид. Сюда же нырнули 3-й раз. Я буду нырять 4-й раз и 5-й раз. То есть я буду делать пышный столбик. Провязываем все петельки до 2, а потом 2 петельки. У нас получается пышный столбик. И на этом моменте акцентирую внимание, что вы можете делать петельки и накиды меньше, да, можете делать больше. Чем больше вы делаете, тем пышный столбик эффектнее, но и пряжи кушает тоже больше. То есть на ваше усмотрение, здесь вас никто не ограничивает. Можете делать меньше, можете делать больше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3.
4 столбик нырнули, провязали столбик без накида, воздушная петелька, пропустили один столбик и в следующий столбик провязываем столбик без накида. То есть такие же столбики, столбик, воздушная петелька, столбик мы провязывали в самом начале ряда. Помните, да? То есть далее у нас идет повторение. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3, 4. В 4 ныряем, делаем пышный столбик. Я буду делать из 5 накидов 5 петелек. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4 и 5. Все вместе провязала до 2 петелек и затем 2 петельки вместе. Угу. Еще один пышный столбик. Видите? Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 точно так же провязываем столбик без накида. Понятно, да? И вот так вот шагаете, получается, столбики ваши. Пышный столбик, столбики, пышный столбик, столбики, пышный столбик, столбики, пышный столбик до конца вашего образца, и в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, практически провязали до конца, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и начинали. То есть вот получается, я присоединилась столбиком без накида, так, одна воздушная петелька, и мы здесь один столбик пропускаем, и далее у нас тут 3 петельки подъема, вот к 3 петельке присоединились столбиком без накида, и наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, поворот. Теперь смотрите. Вот мы эту арочку маленькую делали из одной воздушной петельки. Теперь будем работать с этой арочкой. Итак, накид. Ныряем в эту арочку, вытягиваем ниточку, вот так же до уровня 3 петелек, да, подъема. И не провязываем. Накид. 2 раз сюда ныряем. Накид. 3 раз. 4 раз. Ну, я буду делать, да, 5 раз. Получается, все вместе провязали до 2 петелек, а затем 2 петельки вместе. То есть у нас с вами опять сформировался вот такой вот пышный столбик. Воздушная петелька, накид, и опять возвращаемся сюда же, вот в эту маленькую арочку, и провязываем еще один такой же пышный столбик. 1, накид, сюда же 2, накид, 3, 4, ну в моем случае 5, да? Вы опять же, повторюсь, делаете больше или меньше. Все провязали до 2 петелек. И 2 петельки вместе провязали. Вот у нас здесь сформировались 2 вот таких вот пышных столбика. Далее, смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. Идем вот до верхушки этого пышного столбика, беремся за верхушечку и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Теперь смотрите, мы переключаемся опять вот в эту маленькую арочку, так? И в нее уже будем провязывать 3 пышных столбика. Не 2, как вот, да, с краешку нашего ряда, а 3. То есть ничего сложного. Итак, накид. Ныряем в арочку, вытягиваем ниточку. Так, 1, сюда же 2, сюда же 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек. Зафиксировали. 1 воздушная петелька. Следующий пышный столбик сюда же. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 1 воздушная петелька. И 3 пышный столбик сюда же. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. Угу. Вот такая картина должна получиться. Все из пышных столбиков. Далее опять 2 воздушные петельки. И вот переключаемся, получается, на верхушку пышного столбика. Беремся за верхушку, провязываем столбик без накида. Поняли, да? Вот как здесь столбик без накида. То есть дальше вы опять переключаетесь в эту арочку и провязываете 3 пышных столбика. Дальше за пышный столбик столбик без накида. И здесь получается точно так же, как и в начале ряда, мы будем провязывать всего лишь только 2 пышных столбика, но здесь я вас встречу. Договорились? Давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно, у вас получится. Давайте.
Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Вот наши пышные столбики. И как мы заканчиваем ряд? Вот в эту арочку провязываем всего лишь только 2 пышных столбика. И последний получается обычный столбик. Вот в столбик без накида предыдущего ряда. Просто провязываем обычный столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Накид. Получается, верхушку вот этого первого пышного столбика мы беремся за верхушку и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И смотрите, вот получается у нас были, так скажем, 2 арочки, да, раз арочка, 2 арочка. Наша с вами задача нырнуть, пожалуйста, получается, либо вот в арочку провязать столбик без накида, так, либо нырнуть непосредственно в петельку. То есть я считаю, что в петельку будет намного смотреться симпатичнее. Поэтому, если позволяет пряжа, крючок, зрение, проваливайтесь непосредственно вот перед столбиком без накида. Вот у вас здесь воздушная петелька. Провалитесь в нее, в петельку, и провяжите столбик без накида. Если такой возможности нет, да, не ломайте глаза, провязывайте непосредственно в арочку. Далее воздушная петелька. Перепрыгиваем столбик без накида. И опять провязываем столбик без накидов либо в арочку, да, вот таким вот образом провязывайте. Либо я буду провязывать в петельку. Да, это немножечко, так скажем, повнимательнее, чуть-чуть помедленнее, но по итогу, мне кажется, красиво смотрится. И я буду провязывать вот так вот в петельку. Столбик без накида. Угу. Идем дальше. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Переключаемся вот на наши 3 пышных столбика. И именно беремся за центральную верхушку, да, центрального пышного столбика. Беремся, вытягиваем вот так вот ниточку. И опять провязываем пышный столбик. Раз, сюда же 2, сюда же 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять провязываем столбик без накида. Да? Вот получается арочка раз, арочка 2. Либо провязывайте в арочку, я буду провязывать вот в последнюю петельку воздушную. Вот так взялась и провязала столбик без накида, воздушная петелька. Пропускаем вот этот вот столбик без накида предыдущего ряда. И затем в первую воздушную петельку я ныряю и опять провязываю столбик без накида. То есть, если вы внимательно посмотрите, да, маленькая арочка, пышный столбик, маленькая арочка. Дальше будет опять пышный столбик, маленькая арочка. Мы с вами повторяем точь-в-точь. Смотрите, самый первый ряд, просто в шахматном порядке. Угу. Заметили? Вот. Повторяем самый первый ряд, ничего сложного. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца наш ряд. Помните, мы начинали 2 столбиками с накидом, да? То есть, получается, мы заканчиваем ряд точно так же. Накид. Итак, вот наши 2 пышных столбика. За верхушку второго пышного столбика беремся. Так, и сейчас возьму сразу 2 петельки, чтобы было удобнее. И провязываем столбик с накидом. И помните, мы здесь начинали ряд 3 петельками подъема. В третью петельку точно так же нырнули и провязали второй столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. И верхушку следующего столбика тоже провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки. И переключаемся, получается, вот на эту арочку, так, из одной воздушной петельки. И провязываем вот такие вот, точно такие же 3 пышных столбика. Повторяем. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Одна воздушная. Возвращаемся опять в эту же арочку, провязываем второй такой же пышный столбик. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Воздушная петелька. Третий раз точно так же. Раз, 2, 3, 4,
5. Провязали, зафиксировали. Вот. Те же самые 3 пышные столбика, которые мы с вами вот здесь провязывали. 2 воздушные петельки. 1, 2. И вспоминаем, что мы брались за верхушку столбика пышного, который стоял 1, и провязывали в него столбик без накида. То есть, если опять же вы внимательно посмотрите, то мы повторяем с вами точь-в-точь второй ряд, да? То есть точно так же он будет просто смещен в шахматном порядке. Все, давайте вот здесь вот в арочку опять 3 столбика, столбик без накида. Ну, столбики пышные, да? 3 пышных столбика, столбик без накида. Получается, в конце ряда я вас встречаю. Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки с пышных столбиков готовы. Помните, мы начинали ряд столбиками без накида. Заканчиваем мы точно так же. Вот наши 2 столбика без накида в столбике без накида предыдущего ряда. Далее 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее воздушная петелька. Следующий столбик мы пропускаем и ныряем, да, либо в арочку, да, я вам говорила, либо я ныряю непосредственно в петельку воздушную и провязываю столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Теперь мы переключаемся вот из 3 наших пышных столбиков на центральный. Беремся за его верхушку, так, и провязываем еще 1 пышный столбик. 1, потянули ниточку, держим на крючке. 2, 3, 4, 5. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И смотрите, получается, помните, да, наши 2 арочки. 1 арочка, 2 арочка. Ныряем в каждую арочку, так, провязываем столбик без накида. Либо я ныряю в петельку воздушную, столбик без накида. Далее воздушная петелька, пропускаем столбик без накида предыдущего ряда, и либо в следующую арочку вы ныряете, либо я буду нырять непосредственно в петельку воздушную, провязываю столбик без накида. Поняли, да? То есть, видите, получается, мы с вами опять повторяем самый-самый первый ряд. Поняли, да? То есть, всего узорчик состоит из 2 рядов. Вначале вы провязываете 1 пышный столбик, возвращаетесь 3 пышных столбика. Потом опять вы провязываете 1 пышный столбик, возвращаетесь 3 пышных столбика, но просто в шахматном порядке. И 5-й ряд, получается, повторяет точь-в-точь ваш самый первый ряд. То есть 1, 2, 3, 4, опять 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, и все повторяется. Я думаю, что несложно. Так? Давайте увеличим наш такой интересный нарядный праздничный образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Ну, или просто наблюдайте, я буду вязать, покажу вам, потому что пряжи кушает много. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала, получается, несколько рядочков. Вот такая по итогу красота. Необычная красота, это такой эксклюзивчик. Узорчик от схемки вы такой не найдете. Приблизительно найдете, просто я пышные столбики переделала. Вот. Узорчик получается у нас двусторонний. Видите? Можете выбирать любую сторону, какая вам больше нравится. Мне, например, нравится вот эта сторона. И если будет какое-либо изделие, я бы взяла, сказала, что это моя, получается, лицевая сторона. Ну, а вы можете, конечно, выбирать любой. Если это палантинчик, можно носить с 2, скажем, и так можно, да, носить. Кофточка или кардиганчик. Ну да, ну дырявчатый, ну для декора, так скажем, да, жилеточка. Вот. Возможно, это будет кофточка, например, связана одним узорчиком, а рукавчики, возможно, вставочки будут такие. Почему бы нет, да? Вот, для разнообразия. Вот так вот в моем случае из моей пряжи тянется узорчик. Да, вот так вот он тянется. И смотрите, можете перевернуть. То есть у вас будут смотреть, получается, ваши пышные столбики вниз. Почему бы тоже нет, да? Вот. Вы можете вязать одним цветом пряжи, вы можете 2 цветами пряжи. У вас может быть, например, по одному пышному столбику, где, да, одного цвета, там, где по 3 пышных столбика другого цвета. То есть нужно экспериментировать, нужно пробовать. И брать любую пряжу, потому что из разной пряжи узорчик выглядит по-разному. То есть вы знаете, да? Давайте замерим нашу красоту сегодняшнюю. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Если моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок, то у меня получается это вот, ну, практически 14 сантиметров. И тут, смотрите, 1, получается, пышный столбик, это 1 ряд, а 3 пышных столбика 2 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили 11, начали 12.
Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот 11 сантиметров. Неплохо? Неплохо. В копилочку ваших узорчиков, да? Подбрасывайте идейки в комментарии, что можно связать, что вы видите, из каких ниточек вы видите. Заметьте, да, как можно ровненько закончить вязание. То есть на определенном этапе вы просто берете и провязываете столбики с накидом. Там, где один столбик у вас, да, вот столбик без накида, вы провязываете один столбик. Там, где 2 воздушные петельки, 2 столбика. Столбик, столбик, воздушная петелька, столбик, 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 воздушная петелька, столбик. Все, ничего сложного вообще нет. Красота, да? Вот, пышные столбики можете делать меньше, можете делать больше. Возможно, вы сделаете, например, обычные столбики, а вот здесь, где будет по одному столбику, он будет пышный. Либо наоборот экспериментируйте. Здесь сделайте, например, столбики с одной общей верхушкой, да, то есть не провязанные до конца столбики обычные, а здесь будут вот такие пышные столбики. То есть можно комбинировать, и будет очень-очень красиво. Как вам сегодняшнее видео? Я надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик самый верхний, чтобы вам приходили уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе плейлисты. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.